Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня будет пополнение коллекции фильмов на физических носителях, то есть на Blu-ray и на DVD. В сегодняшнем пополнении коллекции не будет иностранных изданий, но зато будет много других фильмов, в том числе известных и культовых. И начать я хочу с 4 фильмов из киновселенной Marvel, которые выходили с русским, но у меня в коллекции они раньше были только на DVD. И первый фильм — это фильм «Железный человек» режиссера Джона Фавро. В роли Человека Железного здесь Роберт Дауни-младший. Именно с данного фильма началась киновселенная Marvel. И, наконец-то, он в формате высокого разрешения в моей коллекции. Также в коллекции появилась третья часть «Железный человек 3», которую срежиссировал уже режиссер Шейн Блэк. И в данной картине снялись Роберт Дауни-младший, Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл, Гай Пирс и Бен Кингсли. Такое вот издание. Присутствует внутренний арт в данном издании, так как здесь уже издавал Дисней. Потому что во времена Железного человека издавал Paramount. Также третий фильм — это фильм «Тор». Здесь у меня 2 диска, 2D-версия и 3D-версия. Здесь режиссер Кеннет Брана, а в главной роли Тора здесь снялся актер Крис Хемсворт. И, наконец, «Первый мститель. Другая война», которую сняли братья Руссо. Здесь также есть внутренний арт. И здесь у нас снялись Крис Эванс в роли Капитана Америки, Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы, а также Роберт Редфорд и Сэмюэл Л. Джексон. Идем далее. И пополнение коллекции двумя из 3 фильмов тоже известной серии. Это серия «Хроники Нарнии». И первый фильм — это «Хроники Нарнии. Лев, колдунья, платяной шкаф и волшебный шкаф». Это у меня здесь Blu-ray и DVD издание. Слип. Под слипом такое же у нас изображение. Присутствует внутренний арт, но который плохо виден. И также вторая часть «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». Здесь также есть внутренний арт, который здесь, из-за того, что более яркий, он был виден получше. Такие вот 2 части. Еще есть третья часть «Покорители зари», но которую уже издавал не Дисней, которую уже выпускал 20 век Fox. Теперь ее осталось найти 3-ю часть для полной коллекции. Идем далее. И следующая картина — это фильм «Доктор Живаго» режиссера Дэвида Лина, которая снята по известной книге, по известному роману Бориса Пастернака с таким же названием «Доктор Живаго». И это также известная картина. И это уже 3-й фильм данного режиссера в моей коллекции после
«Мост через реку Квай» и Лоуренса Аравийского. Идем далее. И следующий фильм — это фильм Зака Снайдера «Запрещенный прием». В отличие от большинства других известных фильмов Зака Снайдера, данный фильм не основан на каком-то произведении, а снят по его собственному сценарию. Может, из-за этого он и провалился в прокате, но данного фильма, единственного которого мне не хватало из тех, что выходило с русским языком на Blu-ray. Фильм «Запрещенный прием». Следующее кино, и это фильм «Куда приводят мечты» с актером Робином Уильямсом. Известная картина также. Она снята по роману того же писателя, что и написал произведение «Я легенда». И в том числе из-за этого, и из-за актера Робина Уильямса я решил добавить данное кино себе в коллекцию. «Куда приводят мечты». Следующий фильм — это фильм по мотивам романа британской писательницы Сьюзан Хилл. Это фильм «Женщина в черном» с актером Дэниелом Рэдклиффом. Это у нас жанр триллер и ужасы. И это самый первый фильм для данного актера Дэниела Рэдклиффа после того, как он закончил сниматься в фильмах про Гарри Поттера. Следующее кино — это фильм режиссера Гарольда Ремиса. Анализирую это. Роберт Де Ниро, Билли Кристал и Лиза Кудроу снялась в данной картине. До этого у меня уже была вторая часть, теперь появилась наконец-то и первая часть этой идеологии из двух фильмов. Анализирую это и анализирую то. Следующее кино — это фильм по мотивам сериала 80-х годов «Команда А». Видим, здесь снялись Брэдли Купер, Лиам Нисон. И это также издание Blu-ray и DVD. Здесь присутствует внутренний арт с 4 главными персонажами данной картины. Такой вот боевичок «Команда А». Далее один мультфильм от студии Blue Sky Studios «Роботы». И один документальный фильм под названием «Планета Океан». А также идут эти две картины «Роботы» и «Планета Океан» в мою коллекцию. Это были издания на Blu-ray, плюс некоторые издания, точнее 3 было с DVD, а теперь чисто DVD издание. И первая картина — это фильм режиссера Тома Тыквера по роману Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы». В данной картине снялись Бен Уишоу, Алан Рикман, Рэйчел Хердвуд и Дастин Хоффман. Такое вот издание в диджипаке. Здесь 2 диска. А под дисками видим изображение из данной картины.
Парфюмер. История одного убийцы. Следующая картина, и это также издание в диджипаке, но уже от режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, также известного режиссера, фильм «Вавилон». Так, здесь видим изображение города под дисками. Диск с фильмом и диск с дополнительными материалами. И в данной картине снялись Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Гаэль Гарсия Берналь и Кодзи Якусё. И далее издание в обычных амареях. Первый фильм обычном амарее — это картина Даррена Аронофски «Реквием по мечте». Известный фильм, особенно своим саундтреком. Здесь у нас снялись Эллен Бернстин, Джаред Лето, Дженнифер Коннелли и Марлон Уэйнс. Далее. Экранизация произведения Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Здесь у нас снялся Мартин Фриман в главной роли. Далее еще один известный режиссер Роман Полански и его картина с Эдрианом Броуди «Пианист», за который Броуди получил Оскар, а также здесь Оскар получил Роман Полански. Это у нас события Второй мировой войны. Также достаточно известная картина. Следующая картина, это у нас Клинт Иствуд, «Таинственная река». Экранизация романа писателя Денниса Лихейна. Здесь у нас снялись Шон Пенн, Тим Роббинс. Эти два актера получили за данный фильм Оскары за мужские роли. Далее Кевин Бейкон, Лоуренс Фишберн, Марша Гэй Харден и Лора Линни. Фильм Клинта Иствуда «Таинственная река». Следующая картина – это фильм Боба Гейла, который известен тем, что он продюсировал и написал сценарий для фильма «Назад в будущее». А это его единственная режиссерская работа. Фильм «Трасса-60», в которой снялись Гарри Олдман, Курт Рассел, Кристофер Ллойд и Джеймс Марсден. А также здесь в эпизодической роли снялся Майкл Джей Фокс. И это его достаточно известный фильм «Притча». Далее, еще одна картина Тома Тыквера в сегодняшнем пополнении. Это «Беги, Лола, беги». Где ей нужно за 20 минут достать деньги. И это повторяется 3 раза, 20 минут, но по-разному. Беги, Лола, беги. Далее фильм «Анна и король».
которая основана на реальной истории, реальных отношениях Анны и короля Сиама, как тогда назывался Таиланд. И в главных ролях здесь у нас снялись Джоди Фостер в роли Анны и Чоу Юнь Фат в роли короля. И, наконец, последний, это у нас мультфильм «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня». Это у нас последний мультфильм студии Aardman. И до недавнего времени это был единственный мультфильм в жанре кукольной анимации, у которого был Оскар за лучший полнометражный анимационный фильм. Это было до Пиноккио Гильермо Дель Торо. А данный фильм это еще один из фильмов, которые получали данную награду в моей коллекции. До полной коллекции не хватает фильма «Валли». И это было последнее кино на сегодня. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. А на этом все. Пока.